Привет, друзья ютуберы! Дождались? Да, знаю. Вот я выпускаю следующий пересказ, или даже, точнее, обзор на классный сериал. А это пересказ сериала «Клан Сопрано», 3-й сезон, 7-я серия. Очень классного, приятного просмотра. Пидорасина. Что? Джуниор лежит на операционном столе, скорее всего под таблетками, не знаю, что происходит, и у него всякие галюны. Но ребята из спецслужб приводят его, в принципе, в порядок. Оказывается, ему делали операцию и удаляли раковую опухоль из желудка. И теперь, скорее всего, его врач стал настоящим, блядь, героем, что даже сам Тони Сопрано решает с ним поговорить и отблагодарить хотя бы чем-нибудь. Но этот пиздюк скромный ничего не хочет. Криси выиграл в бильярд у Поли и говорит: давай мои 50 баксов. А Поли говорит: о, хер тебе. Ну-ка, давай, проверим тебя на прослушку. Сначала Криси думает, что это пиздобольство, и как бы так и так, это может быть шутка. Но так как он новичок в криминальной семье, а Нью-Йорк уже разрешил принимать семью только тех, как бы, кого можно проверить, плюс еще на испытательном сроке, ему приходится раздеться. И раздеться догола. Все угорают на его маленькой пиписькой. Тони по традиции приходит уже к себе домой, и по ебанутым традициям этого сериала у него обычно либо обед, либо ужин, и собирается половина города, который рассказывает, как хорошо людям жить. В общем, говорят любую херню, в которую, вот, когда смотришь этот сериал, просто не хочется вдаваться в подробности, потому что ты просто не понимаешь, что за хуйня здесь творится. Главное, что-то рассказать. Тони приходит на встречу к своим ребятам в свой офис и находит какую-то херню в форме рыбы. Он сразу, блядь, вспоминает Пусси, которого ёбнули за то, что он был шакалом, и отправили, собственно, к рыбкам. Кармела приходит поговорить уже с психологичкой уже в одиночку и знает, что, скорее всего, ее муж хочет задолбить эту психологичку, потому что она по красоте не уступает Кармеле. То же самое, в принципе, понимает и психологичка, и не знает, что сказать, и обе пёзды выбирают, как бы, начать разговор, и как бы, когда они будут разговор продолжать, не перейти на выдирание друг другу, как бы, волос и поджигание ногтей. Потому что, как бы, разговор, он ни к чему не ведет. И проблема, которая касается только Кармелу, она касается даже не Кармелу, а так как она вместе с ее мужем ходит на сеанс, как бы, к ней, то, в принципе, особо ничего ожидать хорошего нельзя. Более того, ее муж приходил сюда первый, а значит, как бы, психологичка Кармели сказать-то, в принципе, ни хера ничего не сможет. Доктор с улыбкой на ебле говорит, что у Джуниора хоть и была вырезана, собственно, та самая опухоль, но лимфоузлы были повреждены, так что, дедок, тебе пиздец, ложиться придется опять. Но толстый хочет пожрать и спрашивает, а когда ему можно будет есть? Он как бы не слышал то, что опять деду придется ложиться под нож. Но доктор ни хера не знает, потому что это очень сложная операция. Более того, Джуниору уже не 30, далеко не 30, он уже старик. А значит, организм может не справиться. Тут нужно, как бы, обсудить все со своими, наверное, коллегами. Кармела, которая зашла купить прокладки, тампоны и балочку-семерку, встречает уже жену Пусси, бывшую жену Пусси. И начинает разговаривать, как дела, как заебись. А это говорит, что собака у меня болеет, Тони, конечно, деньги дает, Пусси убежал, на собаку денег нету, как бы собаке надо делать операцию. В общем, надо $1200 найти, потому что жить плохо, блять. Ведь хорошо всем жить, а ей плохо жить. И как бы надо что-то обдумать, ведь ее муж разъебай, который исчез, даже не откладывал деньги, хоть состоял в мафии. И как бы я не знаю, что делать. Криси приносит Адриане подарки, пизженые ботинки. И как бы это, точнее, туфли, а еще точнее, у нее целых 5 видов размеров, и ни одного, который нужен ей. Но она как бы любит своего любимого даже за пизженые ботинки. И хоть, конечно, одни великие, а вторые мелкие, все равно подарок очень приятный.
не считая разговора, который случился вечером, когда Тони не смог нормально пожрать и поперхнулся, когда Кармела начала расспрашивать, а как дела у жены Пусси, блядь. А этот говорит, а Пусси был гондоном, который сливал информацию ФБР, и никто его не убивал на яхте, и не сбрасывал его тело на Спанч Боба туда, в Бикини Боттом, чтобы из него делали котлеты, потому что котлет хватило бы очень много на все море, потому что Пусси был жирным, и он, сука, сливал информацию всем. И сейчас, скорее всего, он где-нибудь в американском городе, ближе к Пуэрто-Рико, и сидит и жрет свои вонючие пельмеши, даже не заправленные майонезом, потому что этот гондон хочет до сих пор, наверное, похудеть. Крис спрашивает Адриану, а как звали твоего парня, которому ты отсосала? Она говорит там, например, Хулио. Ну а Адриана решила спросить, Криси, а как звали того парня, которому ты решил отсосать? Криси начинает пиздить Адриану. Но тут стучат ночью в дверь. Он берет ствол, думая, что там никакой спецназ со сватом, чтобы не пробить их с пистолета. Оказывается, что это Поли с Пэтси. Просто пришли проверить ночью, потому что он новенький вступил в мафию. Поли забирает ботинки себе, а Криси ни хрена сказать не может. Также он находит трусы Адрианы и начинает внюхивать ихний пердеж. Кармела пришла туда, где, можно сказать, живут дети, а точнее в общагу в институте. Потому что общага назвать, конечно, лучше по сравнению с нашими русскими общагами, но все равно какой-то пиздец. Она заходит и говорит, ты как бы с батей помирись. Она говорит, ну как бы я с ним уже и помирилась, хотя черненького я как бы вроде и люблю, но мы вроде как бы уже не общаемся. Ну, Кармела говорит, что раньше ты, когда смотрела мультики, ты любила поесть банан, именно засовывая в себя, поэтому ты обычно была похожа на желтый бананчик, пока из тебя его не вытаскивали. Так что давай ты заканчивай это все и начинай переходить к учебе, потому что такой бабой ты всегда можешь стать. А вот мозги нужны, в принципе, всегда. Джуниор думает, что он классный мужик, и поэтому херачит себе прям на живот. Тони угорает с этого прикола, спрашивает, где Бакальери, это жирный вот этот придурок. Ну, он как бы ушел по делам, потому что Джуниор решил жахнуть по-молодому и как бы отослал его, чтобы он не мешал. Настроения у него нету, скоро будет операция, что делать хер его знает. Знает только Тони, который решил немножко разъебать машину жены Пусси, потому что она обратилась с этими вопросами, с деньгами к его жене, а не к нему. Потому что ее муж-пидорас обманул всех и исчез, хотя Тони знает, куда он делся. И если в следующий раз тебе нужны деньги, помощь, ты обращайся, блядь, ко мне. Не трогай мою семью. Более того, не трогай мою жену. Тони думает, долбить Кармелу на кровати или нет. Вроде бы она под одеялом без трусиков, но она сходила в туалет. По-большому. И как бы он таится в сомнениях. Но сомнений нет у доктора, который говорит, что Джуниор тебе пиздец, потому что если ты ляжешь под операцию, ты умрешь. Криси говорит Тони, что один придурок нюхал трусы Адрианы. И как бы это его бесит. Да, как бы у Поли бывают заебы в голове, но как бы это Поли, он еще с тех времен, как бы, и в любом случае это некрасиво, и я с ним думаю, что поговорю. Также разговаривают и врачи, которые не знают, что делать. Самого Джуниора уже чисто механически, мысленно разобрали по частям, чтобы понять, как будет операция и какая именно операция будет действовать на нем. И в итоге все приходят к тому, что либо он подохнет, либо надо использовать очень противную херню. Тони говорит, чтобы Поли не нюхал трусы Адрианы. Этот говорит, когда он женится на этой дуре, тогда и может как бы считать ее своей женой. А сейчас пусть даже и не лезет. Не считая того, что Джуниор хотел ёбнуть Тони, он все равно переживает за своего дядю, который является как-никак ему родственником, хоть он злоебучий мудак. Все же он хочет ему помочь и смотрит, как Бакальери толстяк не справляется нормально и решает помочь отвезти проблевавшегося старика обратно, чтобы он проблевался, блять. Поли нежданчиком приглашает Криси к себе в машину и начинает что-то искать. Криси думает, что скорее всего Поли хочет его ёбнуть и уже наготове. Но этот придурок вытаскивает рыбку, которая умеет петь и говорить. Не считая того, что Поли прекрасно понимает, кого эта рыбка напоминает. Из-за того, что доктор, который лечит самого Джуниора, не отвечает по телефону,
Тони решает взять классного итальянца и найти этого доктора лично. Он его находит, дарит ему подарок, и итальянец с намеком говорит, что если, конечно, человек не поможет другому, то дорогому другу не поможет тоже никто. И намеком понимает и показывает, чтобы понял уже он, что если он не поможет, то он полетит вместе с кепкой. Кармела, которая показывает вид, что она умная женщина, решает показать, что она ебанько. И вместо того, чтобы просто ходить к психологу, находит психолога, который похож на Зигмунда Фрейя. И приходит к нему уже на собеседование рассказать: «Мой муж бандит, я не знаю, что делать». Но, скорее всего, ее психолог уже новый ни хера не понимает, скорее всего, он просто немец. И, в принципе, можно было бы понять, что тут так и так все вроде бы понятно. Не считая того, что Зигмунд Фрейд тоже вроде бы как бы был то немец, то еврей, и как бы тоже у него вроде была палка. В общем, Кармела подобрала охеренного психолога, чтобы все ему рассказать и как бы все выслушать и ни хера не понять. Обосравшийся доктор приходит к Джуниору поздравить его, потому что доктор это очень хороший человек, потому что если он не поможет Джуниору, то его очку расшириться уже поможет друзья из Италии. А с поникшим настроением Кармела лежит и попукивает в одеяльце, пока тихо сидит и все это слушает ее муж, который уже передумал заходить в шоколадный проход.